Первый эпизод сериала «Сокол и Зимний солдат» рассказал нам о судьбе друзей Капитана Америка после событий фильма «Мстители. Финал». И у каждого из них в жизни полно проблем. Баки Барнс наконец-то принял свое прошлое, в котором он был оперативником Гидры. И теперь он пытается искупить свою вину как перед обществом, так и перед отдельными людьми. Чувство вины мешает Баки сблизиться с другими. Сэм Уилсон же, в свою очередь, наоборот, окружен людьми. Он пытается наверстать время, упущенное за 5 лет отсутствия после щелчка Таноса. Его сестра Сара пытается зарабатывать на жизнь ловлей рыбы, но денег не хватает, и она вынуждена продать лодку. Сэму приходится разгребать эти проблемы, а также пытаться наладить отношения с племянниками, которые для него резко повзрослели на 5 лет. Также Сэм познакомился с молодым человеком по имени Хоакин Торрес, своим сослуживцем. И вроде бы Сэм ему доверяет настолько, что верит полученной от него информации. На самом деле Хоакин Торрес не был специально придуман для сериала. Он довольно известен в мире комиксов. И если сериал будет следовать одноименной арке комиксов, то Торрес будет иметь большое значение для киновселенной. Торрес появился во вселенной Марвел не так давно, в комиксе «Капитан Америка. Сэм Уилсон номер 1» 2015 года за авторством Ника Спенсера и Даниэля Акуньи. Хоакин родился в Мексике и эмигрировал в Соединенные Штаты со своей матерью и бабушкой, когда ему было всего 6 лет. В комиксе мы видим его 17-летним, уверенным в себе и своем будущем парня. С юных лет Хоакин чувствовал, что он обязан помогать нуждающимся людям. Он пробирался в пустыню и оставлял для нелегальных иммигрантов, пытающихся попасть в Америку, пищу, воду и лекарства. Пройдя такой же путь, когда ему было всего 6 лет, Хоакин прекрасно представлял, каким смертельным опасностям подвергаются мигранты. К сожалению, желание творить добро обратило на него внимание преступной организации «Сыновья Змеи», которая тайно похищала мигрантов и беженцев и отправляла их к Карлу Малусу в Нью-Йорк для экспериментов. Бабушка Хоакина, Мария, обратилась за помощью к Сэму Уилсону, новому Капитану Америка. Сэм нашел место, где удерживали Торреса, но было уже поздно. Из Хоакина сделали гибрид человека и сокола Редвинга, ручной птицы Сэма. Мутировавший Торрес стал обладателем крыльев, больших как у хищника глаз, а также когтей на руках и ногах. Благодаря Редвингу у Торреса появилась повышенная регенерация и, как и у Сэма, телепатическая связь с птицей. Молодой человек понравился Сэму своей скоростью, умом и выносливостью. А тяга творить добрые поступки, которая была у Торреса даже до того, как он получил суперспособности, убедила Сэма в том, что парня стоит взять под опеку и обучить боевым приемам. В итоге Хоакин решил стать постоянным помощником Капитана Америка и примерить старый костюм Сэма, став новым Соколом. В отношениях между Сэмом Уилсоном и Хоакином Торресом в сериале, как и в комиксах, просматривается линия «наставник-подопечный», но остальные элементы изменились. Во-первых, Торресу из сериала явно больше 17 лет. Актеру Дэнни Рамиресу 28, но он выглядит моложе своих лет. Тем не менее, хоть он и представлен слегка наивным, например, он верит в теорию, что Стив Роджерс на самом деле скрывается где-то на лунной базе, он уже является достаточно опытным солдатом, раз в боевой ситуации Сэм вполне ему доверяет. Так что вряд ли ему 17 лет, скорее где-то около 25. Во-вторых, явно отличается предыстория персонажа. В комиксах Торрес никак не был связан с вооруженными силами. В сериале же нам пока неизвестно его происхождение, и мы пока не знаем, был ли он знаком с Сэмом до их первой совместной миссии, которую мы увидели в первой серии. Вполне вероятно, что они встретились в армии, и Уилсону приглянулся молодой смышленый солдат. Но, кажется, общий характер Торреса остался без изменений. Он также полон юношеского энтузиазма, и, судя по разговору с Сэмом, он благоговеет перед супергероями. Он стремится всегда и везде поступать правильно. Торрес одинаково и без раздумий извиняется перед полицейским, которого сбивает с ног, и пытается в одиночку остановить террористическую группу Флэг Смешера. В комиксах Хоакин славный парень, и кажется, он будет таким же и в сериале. Очевидно, что сюжетная линия Сэма в сериале будет строиться вокруг его становления новым Капитаном Америка. Достоин ли он стать новым обладателем щита Стива Роджерса? Я уверен, что Сэм станет новым Капитаном Америка, а это значит, что костюм Сокола может сменить владельца. И ни для кого не будет сюрпризом, если, как и в комиксах, новым Соколом станет Хоакин Торрес. Если так и произойдет, это вполне впишется в концепцию омоложения киновселенной Марвел, в которой уже есть Человек-паук, а скоро еще появится Ястребиный, или как в русской локализации Соколиный, Глаз Кейт Бишоп.
Мисс Марвел Камала Хан и Айронхарт Рори Уильямс. В сериалах Disney+, студия Marvel ведет много новых персонажей для четвертой фазы киновселенной, которые плавно придут на смену старым героям. Торрес, по-видимому, принесет в сериал положительную динамику и эмоционально будет оттенять Сэма и Баки, которые будут оплакивать своего друга и переживать последствия битвы с Таносом. Молодой и позитивный Торрес на фоне надломленных и опустошенных Сэма и Баки. На это будет интересно посмотреть. Если Хоакин станет новым Соколом и начнет вместе с другими молодыми героями играть более существенную роль в киновселенной, это даст шанс Мстителям плавно и органично омолодить свой состав. Так что я надеюсь, что сериал «Сокол и Зимний солдат» подарит нам не только нового Капитана Америка, но и обновит еще несколько персонажей киновселенной. А на этом у меня все. Читайте комиксы, смотрите комиксы, любите комиксы. Пока!